Друзья, с вами канал Плодородие Земли. Друзья, давайте сегодня поговорим о науке, да, о почвоведении, да, и о почвенной микробиологии. Просто многие шарлатаны, да, и жулики прикрываются зачастую наукой, да, прикрываются, хотя не имеют к ней вообще никакого отношения. Ну вот это вот, между прочим, один из признаков аферистов, да, и авантюристов, когда вот люди, да, которые не имеют к науке никакого отношения, начинают ею прикрываться, да. Вот противники канала Плодородие Земли, вот прямо вот это их излюбленный, скажем так, прием. Тот же Распопов, да, может перечислять топ-10 современных ученых всего мира, да, и вставлять себя в этот список, да, вот, перечисляет вот самых ведущих ученых мировых, да, и вставляет туда фамилию Распопов. Опа, как будто он там, ну, всегда был, и как будто, ну, это так и есть, да, вот, раз, вот они вас учат, вот эти учат, и я вас учу, вот, ну, еще круче, короче, чем вот эти ученые, да. Ну, вот зачастую вставляет себя, видит себя среди них. Другой там этот великий эксперт, этот Погорелов, да, канал, не помню как назывался, ну, тоже одноименный канал, там Погорелов такой-то, такой-то. Другой канал называется Распопов такой-то, такой-то. То есть, ну, даже фантазии не хватает вот назвать как-нибудь канал, да, вот они именем себя его называют, свой канал. Ну, пусть будет. Как хотят, так и звучат, как говорится. Тоже там книжку Макиавелли поставит, и вот он ученых там вот, ну прям вот великий этот. Ученый друг всех ученых, короче, вот все ученые его друзья, ему там позванивают по вечерам и делятся с ним там своими соображениями, научными открытиями. Другой вот наш этот оппонент, да, вот с канала Дача Димона, тоже зачастую, вот наука, там ученые с 16 века, там идут научные изыскания, там по почвоведению, да, а вот Замбола, да, вот игнорируя труды ученых, там прогоняет что-то свое. Вот часто они, вот, понимаете, пытаются меня опустить тем, что я далек от науки, а они вот друзья науки, скажем так. Значит, что такое наука почвоведения? Значит, с 16 века там научные изыскания, да, ведутся. По сегодняшний день, к чему они привели, все эти ученые и вся эта наука? А привели они ровно к тому, что полностью истощены земли, полностью, 98% пригодных к выращиванию сельхозкультур земель истощены, либо вообще уже, ну, давно деградировали, либо от них вообще уже ничего не осталось. А пустыни превратились в пустыни там, и безжизненные территории. В общем, земли, пригодной для выращивания сельхозкультур, практически не осталось. Та земля, которая сейчас используется, да, она уже используется в виде вот наполнительной гидропоники, да, вот гидропоника как, берется сосуд, туда, допустим, вот вату вставили, да, в сосуд, и смачивают эту вату жидкостью, в которой растворены минеральные соли. Вот точно так же почва в этих пахотных полях, она просто обрабатывается минералами, идет дождь, минералы растворяются, и получается та же гидропоника,
просто вместо ваты используется механическая часть почвы, да, механика одна, потому что органической и биологической части там просто уже не осталось в этой почве. Это все, ну, уничтожено. Значит, велись подсчеты, что на 1 гектар, я не помню, какой слой брался, там метр или полметра, ну, не суть важно. Важно, но, допустим, на 1 гектаре там 20 тонн микробной массы, да, было в плодородной земле, а в современной пахоте там 400 килограмм микробной массы осталось, да, то есть в 60 раз меньше, там, как-то так. В 60 раз меньше микробов, чем в плодородной почве. Вот в пахотных землях просто микробов нет. Из-за этого вся продукция, да, которая выращена на этих землях, она, ну, не для живых существ, скажем так. Это, ну, она ведет к истреблению. К истреблению вот этих живых существ, которые будут питаться вот 2-3 поколения, 4-е уже все. 4-е поколение уже начнет сворачивать свою жизнедеятельность на этой продукции. Ну, уже 2 поколения, считайте, ее едим, эту продукцию. Сотни раз увеличились там иммунные заболевания, онкозаболевания. Ну, не хочу о плохом, вот, об ужасном, да. Все человечество уже страдает. Все, кто уже несколько десятков лет питается этой едой, выращенной на этих полях, все, это уже, ну, калеки. Это уже калеки. И целое поколение уже вот, ну, выращиваем калек на этой еде. И смотрите, друзья, 20 лет назад люди не знали еще, что каждый живой организм имеет, ну, кучу симбиотических существ, с ним проживает целая куча симбиотических существ, да. Значит, раньше, конечно, подозревали, что у каждого живого организма есть вот сожители, да, что у березы есть там подберезовик, у осины подосиновик, ну, все вот так на примитивном уровне. А то, что у каждого растения есть тысячи штаммов микробов, с которыми это растение проживает миллионы лет, миллионы, десятки, сотни миллионов лет. Этого не знали, что в желудочно-кишечном тракте человека живет такое количество тоже штаммов, такое разнообразие микробов, этого тоже не знали. Ну, знали, думали, что вот определенное количество там живет, ну, 500 штаммов, 1000 штаммов, а что их там миллионы, этого даже, ну, представить никто не мог. А сейчас вот 19-20 лет как вот это открытие совершено. То есть с каждым живым организмом сожительствуют тысячи и тысячи других живых организмов. Даже с нами столько их сожительствует, даже с людьми. Ну, не даже, тем более с людьми. И с каждым у каждого растения еще сотни и тысячи симбиотических организмов. У каждого. 20 лет назад люди еще не знали, да какой 20, уже 5 лет назад люди не знали, что растения могут питаться микробами, да, что есть такое понятие, как ризофагия, что растения питаются не просто вот почвенной жидкостью, да, пьют ее и в ней растворены эти минеральные соли, а они пьют почвенные жидкости, и в этой почвенной жидкости как живые микробы, да, так и тела этих микробов разлагающиеся, да, так и минеральные там соли в каком-то количестве тоже растворены, и еще много всего, и еще масса всего. То есть почвенная жидкость состоит, ну, не только из минеральных солей, а еще из огромного количества биологических существ. И растения прямо ими питаются.
они всасывают в себя как живых микробов, так и их тела, так и их отходы, отходы жизнедеятельности и прочее, и прочее. Не знали всего этого люди? Не знали. И еще огромную массу вещей не знали. Не знали, что иммунитет любого живого существа зависит от благосостояния микробиома, его желудочно-кишечных систем или там, органов, да, вот. Вот внутри должен быть биом, здоровый биом, и все симбионты должны быть в полном сборе. Тогда у живого организма будет иммунитет, и не будет он болеть. А если у него нету своего, полноценного биома, нету, если он разрушен, нарушен, да, уничтожен хотя бы частично, все, любой живой организм будет подвержен неимоверному количеству заболеваний. Если нет иммунитета, нету защиты от болезней. Этого всего не знали люди. И, не знали также, что вот обычные почвенные микробы, да, оказывается, являются симбионтами живых организмов. Вот обычные почвенные. Вот смотрите, когда мы с почвы срываем растения, ими питаемся, вот с земли же мы питаемся, мы получаем весь этот, биом в себя мы получаем. И наш организм оставляет то, что ему нужно, симбиотических микробов оставляет себе, да, а все остальные, выводятся из нашего организма. Их вытесняют, наши симбионты их вытесняют на периферию, и они выводятся. Они нам не нужны. И они вообще, человеческий организм так создан, что они выбрасываются. Растения так созданы, что они оттесняются от корней все дальше и дальше. И тоже, уже даже не могут приблизиться к растениям, потому что вокруг корней бывает все больше и больше нарастают, все больше и большее количество симбионтов. И патогенам туда уже через эту слой симбионтов даже не пробраться. Вот таких вещей люди не знали, буквально некоторых вещей 5 лет назад не знали, некоторых вещей 20 лет назад не знали, да. И как говорят наши оппоненты, да, нашего канала, у людей должно быть критическое мышление. Вот именно, что критическое мышление должно работать как? Если вся современная наука привела экологию, природу, здоровье человека, обосрала это все, да, вот так скажем, открыто скажем, обосрали все, что можно. Испортили все, что можно, да. Это благодаря этой науке, да, к которой нас призывают тот же Димон, там эти все, да. Люди уже прошли через это все и получили только массу негатива. И идет все к самоуничтожению. Критическое мышление здорового, умного человека, что если вся эта наука, да, привела к тому, что все уничтожено, да, и, недолго осталось, да, то нужно что-то менять. И не то, что что-то, а есть уже современные открытия, да, из которых вытекает совершенно другое, что нужны микробы, каждому организму, да, нужны микробы в большом количестве. Микробам нужны благоприятные условия. И только благодаря этому можно воссоздать то, что было раньше. Природу, здоровье, экологию, это все можно вернуть. Если пересмотреть все эти научные подходы, которые ведут к гибели всего человечества. Их надо пересмотреть. Да, это очень больно. Да, целые отрасли экономики нужно менять. Да, нужно менять целые промышленность, заводы совершенно другие
механизмы должны выпускать, совершенно другую технику, совершенно другие удобрения. Ну, все поменять надо, все. Потому что этот подход, он к гибели ведет. Вот вам критическое мышление, вот. И нужно пользоваться действительно современными научными данными, а не то, что вот Димон, вот, кстати, вот кто спрашивает, дай хоть ссылку. Канал называется «Дача Димона». Вот так. Я уже, по-моему, 20 раз это сказал. «Дача Димона», вот там этот, придурок вот вещает вот с этого канала. С маниакальной озабоченностью он критикует вот плодородие земли и призывает к тому, чтобы человечество вот еще раз прошло, не то, что куда ему человечество призывать, к тому, что вернитесь к традиционным способам выращивания, вы будете получать большие урожаи, а так вы заразитесь, занесете всю инфекцию там, всякие глупости говорит. В общем, вот именно современные методы сельского хозяйства привели к тому, что главенствует сейчас в подавляющем большинстве земель, пахотных земель, господствуют патогены. Они все забирают. Они забирают жизнь, чтобы наполнить землю. Чтобы та опять смогла родить. И они все убивают. Вот эта земля, которая истощена, она убивает все живое, чтобы наполниться обратно. Наполниться и чтобы опять ожить. Чтобы в ней все могло расти, ей нужно восполнить все то, что она потеряла. А потеряла это она только благодаря вот современным методам, традиционным, методам возделывания земли. Эта земля потеряна. Помимо земли потеряно здоровье, экология. Что повторяться? Вот понимаете, вот вам критическое мышление. И только настоящий придурок, может не понимать этого, Вот кто этого не понимает, этот человек не заслуживает внимания, просто, отброс, помеха. Вот его надо, как помеху, просто, удалить с ракурса и все. Чтобы не было его, чтобы не мешал тем, кто понимает и кто пытается исправить. Исправить то болото, в которое мы залезли, чтобы выжить в нем, в этом болоте теперь. Нужно его осушить обратно, нужно, разум возобладать должен. Тем более современная, как говорится, наука уже позволяет. Не благодаря ученым, а благодаря технарям, Вот, к сожалению, современные ученые, несмотря на ту технику и оборудование, которое они сегодня имеют, и на те знания, на ту базу, хоть она и негативная, неправильная, но все равно, исходя из нее, можно сделать правильные выводы, уже определенный опыт есть, определенная база есть, отрицательные результаты есть. Теперь чисто логически, математически, как угодно. Можно прийти к правильным решениям. И я попытался прийти к этим правильным решениям. Я думал, что это будет очень сложно. А оказалось до банального просто. Просто до банального просто. Вот так. Больше никак. И представляете, какой, традиционщики, какой негатив, он ни в традиционном земледелии не разбирается, ни в
современных вот новых научных, об этом он даже не знал, понимаете, о современных вот открытиях. И все равно вот, ну, осуждает, взывает к чему-то, критикует. Ну, вот, ну, просто мешает. Мешает прогрессу, мешает эволюции, мешает вот спасению человечества. Вот он мешает. Вот он помеха, понимаете? И себя спасти не хочет, да? И другим не дает весь мир спасти. Вот, ну, тормоз. Другой ворует, приписывает к себе это все. Третий вообще вот просто, ну, Погорелов, ну, вроде умный дядька, вроде бы там с червями работает, да, вроде микробами там манипулирует, пытается там определенные эти эксперименты ставить. И не понять вот такого, ну, он просто, ну, поверхностно так отнесся к нам. И все нас сектой называют. Представьте, вот секта, вот. Как раз таки мы и пользуемся научными данными, причем самыми вот последними открытиями. А все то, что уже привело нас к негативу, мы это уже все прошли. Это ты себе это только открываешь, допустим, Димон. Ты себе это только открываешь, да? Тот негатив, вот этот все, неправильный путь, ты его только открываешь. А люди по нему уже прошли, уже в тупик зашли. Уже здоровье потеряли люди. А ты только антенну свою настроил, скажем так. Распопов это все прошел, да, вот он это все прошел. И как бы столкнулся с новыми вот реалиями, да. Но осмыслить их до конца не может и правильные выводы сделать не может, точно так же, как и все эти вот современные ученые. Несмотря на новые достижения, они все вокруг да около плодородия топчатся, и ни один из них так и не понял, как его добиться. Несмотря на вот то, что они вот прямо рядом, и уже пару десятков лет топчутся. И ничего не могут. И так и не дали людям рецепт плодородия. Так и не дали его. Потому что вот, не хватает. Не хватает немного этого. Горизонта мышления не хватает. Его расширить надо, понимаете? Вот они видят горизонт, а то, что за ним, им уже не видно. Его вот, расширить надо, чтобы туда заглянуть. Ничего сложного в этом нет. В общем, аналитический склад ума, и это все вот прямо логически, это все даже вот вычисляется. Логически. Ничего сложного в этом нет. Так что, друзья, вот что, скажем так, наше отношение к науке. Мы только за, куда ж без науки, да, но все, что было до настоящего времени, это все заблуждение, да, это все утопия привела вот к чуть ли не гибели всего человечества. Вот это вся утопия, это все неправильно. Есть сейчас определенные открытия, да, но ученые, которые вот этим занимаются, они, им не хватает, скажем так, горизонта мышления не хватает. Вот им. И вот, приходится вот таким самоучкам, да, выскочкам, как я, вот им показывать, что все гораздо проще. Все гораздо проще. И вот, приходится им утирать нос, как говорится, и показывать это вот на примерах. И тысячи людей подтверждают все эти примеры. Теперь, друзья, давайте уже к практике перейдем, вот к нашим этим огородам, как говорится. 2 вида углерода. Просто сварил 10 растений, вот типа вот таких амарантов. 10 штук разваривал, да, около 3 часов. То, что осталось, тоже в землю закинул. А вот эта жидкость, да, вот она наполнена сейчас всеми элементами, и здесь куча углерода.
куча углерода. Вот молекулярные связи вот здесь с помощью тепловой энергии разрушены, да, вот в этой органике. Высвобождено много углерода, да, вот он стал, ну, возможность водорастворяться, да, и впитываться через устица, да, ну, корнями растений. Вот так можно получить углерод, да, и наполнить землю углеродом, чтобы она, ну, ожила, да, чтобы ее легче оживить было. Нужно вернуть в нее углерод. Потому что сколько вы бы барматухи туда не лили, если там нет углерода, то ничего не получится. Вот, скажем так, хороший способ, но очень дорогой и очень дорогой и трудоемкий получать углерод, да, вот разваривать растения и вот этой жидкостью поливать воду. Вот здесь эквивалент, допустим, 5 вот таких амарантов, да, вот углерод из 5 вот этих амарантов, вот здесь сейчас, если я вот это вылью любому растению, да, то ему хватит, потому что 5 амарантов хватило, и ему хватит. На самом деле здесь 10 амарантов варилось, но 5, ну, осталось в виде вот нерастворенной органики, а все, что растворилось, вот примерно, ну, условно говорю, половина. Вот здесь вот столько углерода, что хватило 5 вот таким растениям. И любому растению хватит, которое вы польете. Вот вам углерод, но очень дорого и трудоемко. Вот другой углерод. Вот я взял полуразложившуюся органику, да, и вот, ну, растворил ее, вот так поболтал, вот этот распад в водичке, да, и вот весь высвободившийся микробами углерод, вот они, эти молекулы, крупные молекулы углерода разрушили, да, и, скажем так, вот выделили уже мелкие молекулы, вот они, водорастворимые, доступные растениям, да, вот сейчас они вот в такой форме. Вот эту водичку, если полить вот этой водичкой, вот несколько раз ваше растение, тоже очень много углерода поступит вот в эту почву, вот, на которую вы выльете вот этот раствор. Не знаю эквивалент скольки растений тут, да, ну, посчитать сложновато, ну, примерно вот можно, ну, пару амарантов тоже, вот, наверное, вот здесь сейчас растворены, да, вот, смотря сколько органики и в какой степени разложения она. Ну, просто берешь вот прошлогодние листья, вот так поболтал в воде, ну, подержал их немного, поболтал, вот, часок, подержал в воде, поболтал, и все. И поливай вот этой водой все, что хочешь. Но распад должен быть, распад. Углерод должен, ну, быть высвобожден. Микробы. Вот это делают микробы. Это абсолютно бесплатно, легко, несложно. Ну, любой может вот так взять распад, поболтать и этой водичкой поливать свои растения. Вот вам углерод. Причем это биологическим способом получено, а это вот физическим, да, или там химическим, кому как больше нравится. И это углерод, и это углерод. Углерод – основа жизни. Наполните вашу землю углеродом, и жизнь вернется в эту землю. Если в земле нет углерода, жизни там не будет. Ни растительной, ни животной, ни микробной, никакой жизни не будет, если нет углерода. Углерод – это основа жизни. Поэтому, ну, вот такой вам, скажем так, небольшой практический пример, чтобы не только это наука, да, ну и немного практики. Так, друзья, еще огромная просьба, ну не злоупотребляйте вы барматухой, ну пожалуйста, ну сколько можно повторять. Разбавляйте посильнее 1 к 20, и понимаете, вот здесь 10 литров, да, допустим. Вот чтобы 1 к 20 разбавить, вот сюда пол-литра надо добавить, да, на 10 литров воды налить, и получится 1 к 20. 1 к 20. Но, смотрите,
Если я вот эти 10 литров возьму по литру, да, отсюда вот ковшиком, литровым ковшиком, и полью 10 растений, да, то каждому растению достанется по 50 грамм барматухи. А если я возьму вот это ведро, в нем пол-литра, да, и вылью все на одно растение, то это растение получит пол-литра барматухи. И, не имеет значения, разбавил ты это на 100 литров или на пол, 1 к 1, да, если ты все это потратил на одно растение. Не имеет значения, все равно это растение будет перекормлено, потому что ты все вылил на него. Как-то соотносите вот эти вот количества, соотносите к вашим растениям. Если вы правильно разбавили, то уже объем тоже правильно используйте. Вот 1 к 20 разбавляйте для однолетних растений, 1 к 20 и литр на растение. Вот так, скажем так. Очень, приблизительно, вот так не ошибетесь. Если 1 к 20 литр на растение. Если туда еще воды надо, растение полить, то уже просто водой. Барматухой уже даже сильно разбавленной, туда в одно и то же место не лейте. Уже барматухой полили, вот литр свой вылили 1 к 20 разбавленный, а остальное уже просто водой. И так вы тоже, а то, говорит, люди вот плачут, говорит, начали барматухой работать, и сгорела рассада там, или что-то сгорело, в общем, плачет, хозяйка этих растений плачет. Говорит, и вот кто тебе виноват, это наша тоже, противница наша, вот рассказывает там этому Димону, как там человек пострадал. Вот поливал барматухой, сгорели помидоры, и говорит, теперь плачет. И кто тебе виноват? Плачет она не потому, что барматуха плохая там беды натворила, а потому, что она сама сглупила, ей жалко. Понимаете, когда все начинает хорошо расти на барматухе, да, а вот человеческая натура какова? Хочется еще лучше, еще больше, хочется лучше, чем у других, да, и вот рука сама тянется, вот я сам грешен, вот рука сама тянется добавить еще, чтобы получить быстрее, лучше, больше, чем остальные. Натура наша такая человеческая. И если вы не научитесь сдерживать себя, вот так будете гореть каждый раз. И плачет она не потому, что барматуха плохая, а потому, что она чувствует, что она злоупотребила вот этим. И плачет она из-за обиды, что было что терять, понимаете, уже терять-то уже, когда есть что, обидно бывает, аж до слез, что я наделал. И человек думает, не что он наделал там, рекомендовав мне барматуху. Не меня винят, а винят себя, что я наделал. Было все так хорошо, зачем я, лишний раз там налила или покрепче не полила, понимаете? Поэтому и плачут, что обидно, что они, на себя сердятся. Никак не на меня. Хотя... Бог его знает. Всем не угодишь. Для всех хорош не будешь. Что остается делать? Остается радоваться за тех, у кого все получилось, что совладал вот с этой своей человеческим нутром своим, да, вот с жадностью вот этой человеческой неуемной, да, и желанием выделиться, да. Вот за них хочется порадоваться, да, а тех, кто, не удержался, тех, кто пострадал, что ж, будет хороший урок на будущее. Но я знаю одно, что те, кто воспользовался барматухой хоть раз и понял ее силу, да, ее эффективность, ее, результативность, те уже никогда от нее не откажутся. Главное с собой совладать с собой, и все будет великолепно. И, конечно, землю нужно углеродом наполнить. Без углерода
земле жизни не будет, и здоровья точно не будет. Сколько бы вы ни поливали там барматухой и вообще чем угодно. И ну, углеродом, пожалуйста, вот простейший способ. Лейте углерод. Каждый раз, когда вам надо полить водой, в этой воде сначала вымочите и хорошенько вот распад. Держите у себя распад кучками, это несложно. Несколько кучек разложившейся органики насыпать. И перед поливом взял кучку органики, вот так в воде поболтал, весь углерод, который водорастворимый, высвободился в этой воде еще и полил свое растение. Но не просто водой, а сразу водой с углеродом. Водой с углеродом. Чтобы углерод растение получало не только вот от элементов фотосинтеза, да, но и через почвенные жидкости тоже. Дополнительный объем углерода, чтобы получало. Вот так. Просто сейчас, если начать варьировать составом барматухи, чтобы в нем было больше углерода, опять все равно получится что-нибудь не то. Опять кто-нибудь с хлебом переборщит, там, с комбикормом, с крупами переборщит, еще с чем-нибудь, с травой зеленой. В общем, вот простой способ. Это, параллельно с барматухой. Вот так. Водой поливаете, вот распад поболтали в этой воде и поливаете. Это вот дополнительный объем углерода. От этого ваше растение, не пострадает. Не пострадает никак. Никак. От дополнительного углерода в почве растение не пострадает. Вот от дополнительного азота, да вообще любого элемента пострадает. От углерода не должно. Наоборот, пока землю не наполните, ничего не получите. Поэтому вот вам простой, самый дешевый в мире способ. Вот способ посложнее и подороже. Но он тоже очень существенный, действенный, если у кого есть возможность. Но это опять же связано с техникой безопасности. Это все варить надо, там это чревато. И расходы это все. И трудоемко это все. Вот простой способ. Пользуйтесь, друзья. Всем богатых урожаев. Не помню, успел я вам показать цветки магнолии. До сих пор она цветет, красавица. Не до сих пор, а продолжает цвести. Наша красавица продолжает вот такие цветы давать. Ладно, потом днем покажу получше. Все, друзья, до следующих встреч.